Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как легко в домашних условиях можно приготовить кокосовую пасту, кокосовое молоко, а заодно и кокосовую муку. Себестоимость в разы ниже магазинных вариантов, а вкус потрясающий. Самый главный ингредиент, который нам понадобится, это кокосовая стружка. Причем от ее качества и вкуса зависит качество и вкус готового продукта. Хорошая кокосовая стружка должна быть очень ароматная, не слишком сухая, даже немного жирненькая. Именно из такой получится и вкусная паста, и вкусное молоко. Чаще всего такую можно встретить в магазинах, где большой выбор орехов и сухофруктов на развес, либо на рынках. Стоит выбирать крупный помол или медиум, как правило, они самые ароматные. Для приготовления кокосовой пасты пересыпаем стружку в блендер. Можно также воспользоваться кофемолкой. Чтобы блендер лучше справился с задачей, рекомендую вам заполнять его стружкой как минимум на 2/3. У меня блендер Rawmeat. Он потрясающе легко справляется даже с такими непростыми задачами, как измельчение орехов или кокоса в пасту. Собственно, для этих целей я его и выбрала. В других блендерах может возникнуть необходимость соскребать массу со стенок в процессе измельчения. Здесь же блендер все делает за вас. Можно лишь изредка воспользоваться толкателем, причем прямо в процессе измельчения. Это безопасно. Кстати, кто смотрел мое видео с 5 секретами приготовления арахисовой пасты и спрашивал про блендер, так вот на этом блендере арахисовая паста получается без вашего участия, гладкая и жидкая буквально за 3 минуты. У меня для вас есть промокод на скидку на продукцию Rawmeat, и я оставлю его в описании под видео. Если измельчение никак не продвигается, то можно добавить немного кокосового масла, буквально грамм 20-30. Это поможет блендеру измельчить даже сухую стружку, и консистенция пасты от этого только выиграет. Постепенно масса приобретает все более жидкую консистенцию за счет выделения масла из стружки. После этого нужно продолжить измельчать еще не менее минуты, чтобы добиться максимально гладкой пасты. В идеале нужно полностью избавиться от крупинок. Если ваш блендер нагревается, обязательно давайте ему отдохнуть каждую минуту. На таких пастах многие блендеры изгорают. Паста готова. Давайте посмотрим, что получилось. Паста жидкая и текучая, без вкраплений стружки. Это то, что нам нужно. Чем более однородная и гладкая консистенция получается, тем вкуснее будет паста. Аромат просто непередаваемый, и это очень вкусно. В описании я оставлю для вас ссылки на мои рецепты с использованием кокосовой пасты, а также простейший рецепт моего любимого шоколадного лакомства из этой пасты. Хранить ее нужно в холодильнике, хранится она долго, не меньше месяца. Но, что немаловажно, в холодильнике паста полностью затвердеет, и ее нужно будет отламывать ножом или подходящей для этих целей ложкой, либо доставать за несколько часов до использования. Для приготовления кокосового молока нам также понадобится ароматная кокосовая стружка. Но в этом случае можно использовать и кусочки мякоти кокоса, и любые другие орехи, желательно заранее замоченные. 100 грамм стружки или орехов отправляем в блендер, заливаем 700 мл чистой воды и тщательно измельчаем не менее 2 минут. Для этих целей отлично подходит блендер-стакан, либо погружной блендер со стаканом. В моей модели блендера для получения вкуснейшего молока достаточно включить нужный режим, и можно заниматься своими делами, блендер сам сделает всю работу и выключится, когда закончит. Чем дольше и тщательнее вы измельчаете, тем более насыщенным будет молоко. Итак, молоко готово, когда вы видите насыщенно белый цвет, абсолютно непрозрачный. Чтобы избавиться от мелких крупинок стружки, нужно процедить молоко. Я использую специальный мешок для орехового молока. Он был в комплекте с блендером. А можно воспользоваться ситом и марлей в несколько слоев, так как крупинки остаются очень мелкие. Переливаю молоко и аккуратно отжимаю оставшуюся стружку. Чем суше она останется, тем лучше. По степени помола это уже практически кокосовая мука. Я просушиваю такую муку на противне в духовке при низких температурах и потом использую выпечку.
Вот такое насыщенное кокосовое молоко получается. Могу сказать, что оно менее жирное, чем магазинное, и собрать с него густые сливки не получится. Но у него очень приятный кокосовый вкус и аромат, сладкий и молочный. Так что такое молоко украсит любую кашу и подойдет во многие десерты в качестве замены коровьего молока. Калорийность его точно посчитать не получится, но точно могу сказать, что она ниже магазинного за счет сниженного содержания жиров. Оставшееся молоко храним в закрытой бутылке в холодильнике до 3 дней. Эта бутылка также была в комплекте с блендером, что, конечно, очень удобно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!